Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Показ коллекции Loewe осень-зима 2023-2024 на неделе моды в Париже был встречен публикой с наибольшим энтузиазмом. Ведь здесь оказалось так много необычных, неожиданных и попросту странных деталей, при просмотре которых, друзья, вы легко даже можете сбиться со счета. В последние пару лет креативный директор компании удвоил ставку на сюрреализм с манерными пропорциями и невероятными формами. С каждой новой коллекцией Джонатан Андерсон все больше расширяет границы нашего представления о том, какой может быть одежда. Идею образов с оптическим обманом модельер развивает не первый сезон. Взять хотя бы, к примеру, вещи в стиле Майнкрафт из прошлой линейки, где пиксельные свитшоты и брюки с эффектом трехмерности мастера ателье получили, искусно обработав ткань и выбрав правильные оттенки. Сегодня на подиуме ведущий дизайнер Loewe продолжает удивлять нас провокационными, смелыми, возможно, не всегда понятными, но точно абсолютно не скучными стильными нарядами. И в который раз нам с вами, мои дорогие зрители, придется задуматься, что правда, а что всего лишь иллюзия. Именно этот вопрос красной нитью прошел через всю коллекцию. Модное шоу стартовало с, казалось бы, обычных платьев в минималистичном исполнении. Но не все так просто. Мы словно смотрим на вещи из окна суперскоростного поезда. Их очертания расплываются за счет уникального фотопринта с иллюзией исчезновения. Получилось как в песне: то ли девочка, а то ли видение. Не меньше интерес у поклонников бренда вызвали наряды из кожи, среди которых я отмечу платье-рубашку, подол которого оригинально задрапирован и заколот тонкой цепочкой, ставшей продолжением сумки. В дуэте со остроносыми лодочками или же с сапогами на изящном каблуке образы получились максимально расслабленными и в популярной сегодня эстетике нормкор. Стоит отметить, высочайшее умение, мастерство, талантливая работа с кожей и замшей исторически заложены в ДНК дома Loewe. И Джонатан Андерсон постарался предложить для осеннего гардероба кожаную одежду, обувь, сумки как в традиционном виде, так и самые необычные новые варианты. Со слов дизайнера, в этом кроется вся красота моды, которую всегда можно пересматривать, переосмысливать и переделывать. Интересным решением стали пусть и объемные, надутые, но какие-то совсем крошечные, как кукольные, рубашки с коротким рукавом и в том числе платье и юбка в конфетных оттенках. И если к ним не прикоснуться рукой, то вряд ли можно понять, что эти скульптурные вещи изготовлены из сверхтонкой кожи, причем по особым технологиям, как обивка роскошных автомобилей. Эти образы, друзья, вы увидите ближе ко второй части модного шоу. Заметным акцентом в стильных ансамблях стали сапоги с огромным широченным голенищем в форме приспущенных кожаных брюк. Мне показалось, или обувь действительно выглядит так, будто ее кто-то уже до вас носил. Зато нигде не натрет. Правда, есть риск, что невысокие модницы в подобной попросту потеряются, словно утонут. Тему иллюзий дизайнер продолжает в нарядах с перьями, которыми притворяются аппликации из ткани на простых по крою брюках, свитшотах, футболках. Разодеться в пух и перья теперь можно не только на праздник, но и на работу. Не обошлось без визуальных фокусов и в трикотажных нарядах, где розовый и бирюзовый кардиган по факту оказались напечатаны на бумаге и буквально были приклеены к коже модели непосредственно перед показом. Немного странным модные критики назвали выбор локаций для проведения шоу. Действо прошло в саду Винсентского замка в установленной там белоснежной квадратной конструкции. Здесь в качестве декоративного оформления послужили кубические скульптуры итальянской художницы Лары Фаворетто, созданные из 10 тонн бумажного конфетти. Его накануне тщательно трамбовали в деревянные ящики. Все это оказалось своеобразной метафорой. Белый цвет, как новая чистая страница в истории бренда, а сотни тысяч разноцветных конфетти – неиссякаемый запас дизайнерских идей. Какие еще вау-эффекты вам удалось, друзья, рассмотреть в коллекции Loewe? Мы обязательно узнаем из ваших комментариев под видео. Приятного просмотра, всем красоты, позитива и от души только яркого, солнечного настроения!